Всем привет! Вы на канале Как похудеть? Меня зовут Мария Мироневич, и мы с вами продолжаем подготовку к праздникам, к Новому году, к Рождеству. И сегодня я с вами поделюсь 5 рецептами вкусных, разнообразных, что немаловажно, простых в приготовлении салатов, абсолютно без майонеза. Так что вы сможете провести праздники в том числе и вкусно, без тени страданий и сомнений насчет того, что вы наелись майонезных салатов. Приступаем! Все как всегда просто и быстро. Нам понадобится 3 обычных репчатых луковицы. Разрезаю пополам и еще пополам. То есть не на полукольцы, а на четвертинку колец. Нарезаю тоненько. В сковороду отправляем нарезанный лук. Масло у меня уже разогрелось. Я добавила 1 столовую ложку. Теперь просто распределяем лук по сковороде и оставляем его пассероваться. У меня 400 грамм шампиньонов. Я их нарезаю на вот такие четвертинки. Вы же можете использовать замороженные или консервированные грибы, что найдется у вас в запасах. Наш лучок уже начал золотиться, это отлично. Добавляю немного перчика по вкусу и наши грибочки, которые мы нарезали на четвертинки. Остается все перемешать для того, чтобы готовилось равномерно. И оставляем на среднем огне до готовности лука и грибов. Мы с вами времени не теряем. У меня вот такой красивый зеленый лучок. Я его нарезаю мелкими колечками. А вы можете использовать красный лук, либо любую зелень по вашему вкусу. Для того, чтобы наш салат получился ярким и нарядным, я взяла половинку красного и половинку зеленого перчика. Как вы видите, я его нарезала на 3 полосочки, а полосочку уже нарезаю на тонкую соломку. Отправляем наши красивые, яркие, сочные овощи в салатник. Еще я взяла 250 граммов томатов черри. У меня черри кумата и обычные красненькие. Вы можете брать любые помидоры, не обязательно черри, которые нравятся вам. Нарезаю их половиночками. Нам понадобится 6 яиц, и мы с ними поступаем таким образом. Разрезаю яйцо на половинки, желток убираю, а белок оставляю. И белок я буду нарезать вот такой тоненькой соломкой. Готовим соус для нашего салата. 6 желтков отправляем в миску для смешивания. Их можно размять самой обычной вилкой. Добавляю 1 чайную ложку лимонного сока. Перчу немного совсем по вкусу. Если вы любите пострее, добавьте больше. Добавляю немного соли. Чайная щедрая ложка зернистой острой горчицы. Еще добавляю столовую ложку сметаны 20% жирности. Теперь с помощью лопаточки все разминаю до однородного состояния соуса. Это займет меньше минуты. Мы с вами уже на финише. Яйца в салатнице. Добавляем теперь туда наши грибочки с луком, которые вот так отлично подрумянились. 200 граммов кукурузы. И, конечно, наш вкусный, очень густой, замечательный соус, попробовав который, вы правда забудете о майонезе, ведь это намного вкуснее. Теперь я вооружаюсь большой ложкой и просто перемешиваю все ингредиенты нашего салата. Конечно, для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались, после того, как вы заправите и перемешаете салат, будет отлично, если вы хотя бы на полчасика отправите его в холодильник. Если такой возможности нет, то не расстраивайтесь и сразу подавайте его к столу. Салат получается очень вкусным, сочным, благодаря тому, что мы добавили томаты черри и сладкий перец освежающим. При этом, благодаря добавлению яиц и грибов с луком, он получается очень сытным и вкусным. Я уверена, что такой новый рецепт придется вам обязательно по вкусу и понравится вашей семье и гостям. Вот такой небольшой штрих. Отправляем помидорки черри. И все, можно подавать к столу. Приятного аппетита! Овощной салат — это не обязательно огурцы и помидоры. Можно использовать красивую, вкусную красную капусту. Я ее тоненько шинкую. Всю капусту я уже отправила в салатник. Добавляю столовую ложку соевого соуса и разминаю. Делаем капустке немного массаж, чтобы она была более сочная и нежная в нашем салате. И заодно она сразу замаринуется в соевом соусе. Теперь к капусте добавляю чайную ложку горчицы и 2 столовых ложки масла. У меня масло растительное, оливковое. И сейчас я сразу же перемешиваю, для того, чтобы наша капуста была не просто капустой, а была очень вкусной, ароматной, пикантной капусткой. По сути, мы с вами ее вот так быстренько маринуем. Зеленый лук я нарезаю мелкими кольцами.
Еще у меня есть половинка красного и зеленого перца. Каждую половинку разрезаю на 3 части и потом режу не мелким кубиком. Лук и перец уже в салатнике. Отправляем туда 250 граммов кукурузы. Но только посмотрите, как ярко получается. Прям новогодняя феерия, наверное, так и нужно назвать этот салат, на вашем праздничном столе. И еще эта новогодняя феерия не то что не вредна для вашей талии, а скорее даже полезна. Посмотрите, какая красота. Все самое вкусное и полезное мы с вами собрали в одном салате со вкусной пикантной заправкой. Салат уже на салатнице, теперь остается украсить его тоже вкусными и полезными зернышками кунжута. Готовится быстро, вообще это идеальное решение для любого праздничного стола. Вкусно, красиво, быстро и полезно. Приятного аппетита! На сковороде я разогрела очень хорошо 2 столовые ложки растительного масла. Теперь отправляю туда 300 граммов куриной печени. Если у вас печень говяжья, вы можете точно так же использовать ее. Когда печень немножечко поджарилась с одной стороны, я ее перевернула, добавила перчика, накрываю крышкой и сейчас оставлю на минимальном огне до готовности. Для салата нам понадобится 1 красная луковица. Луковицу я разрезала на половинки, делю еще пополам и нарезаю на тоненькие четвертинки. Лук уже в салатнике. Для соуса нам понадобится чайная ложка меда. И где мед, там лимонный сок. Лимонного сока побольше, чем меда, я добавляю столовую ложку. Теперь наша задача смешать лук вместе с маринадом. Это буквально займет 30 секунд. 250 граммов маринованных огурчиков нарезаю на тонкие колечки. Еще нам понадобится 250 граммов сыра. У меня сыр Эдам. Вы берете любой сыр твердый, который есть у вас. Сначала нарезаю его на вот такие ломтики, а затем нарезаю на небольшие, не крупные вот такие кубики. Больше нам не нужно. Печень уже готова. Я ее остудила для того, чтобы работать с ней было безопасно. И теперь нарезаю ее вот такими хорошенькими кусочками, чтобы она не была слишком мелкой и в салате у нас не терялась. Обратите внимание, печень получается нежнейшая. Самое главное, не готовить ее слишком долго. Ломтики печени отправляем ко всем остальным ингредиентам в салатник. Заправляем наш салат. Это масло и сок, который выделился в то время, как мы с вами обжаривали печень. Это очень вкусно, натурально. И на самом деле салат, как всегда, простой в приготовлении. Остается только все перемешать. Наш салат готов, он уже в праздничном варианте сервировки. Этот салат понравится тем, кто любит классику, потому что привычные ингредиенты: сыр, соленые или маринованные огурчики. Это всегда вкусно, ну а печень и красный лук и наша с вами заправка с лимонным соком и медом придают простым ингредиентам пикантность. Приятного аппетита! Для следующего салата нам понадобится зеленый лук. Нарезаю его тоненькими кольцами. Нам понадобится еще красивый желтый сладкий перец. Его я разрезаю на четвертинки, а затем нарезаю тоненькой соломкой. Длинный салатный огурец весом около 400 граммов разрезаю сначала на 4 части. Нарезаю на вот такие ломтики, а ломтики нарезаю мелкой соломкой. Лук, перчик и огурчик уже в салатнике. Добавляем к ним 200 граммов тунца в собственном соку. Настало время приготовить соус. Для соуса нам потребуется 1 спелый авокадо. Разрезаем его на половинку. Очень спелый и мягкий. Теперь, надеюсь, у меня получится убрать косточку. Есть! Все-таки со второго раза получилось. Авокадо с помощью ложки отделяю от шкурки и отправляю в емкость блендера для смешивания. Добавляю столовую ложку лимонного сока, столовую ложку соевого соуса и немного перчу. С помощью блендера превращаю все в соус. Вот такой красивый, зелененький и невероятно вкусный получается наш соус из авокадо. И нам остается просто все это перемешать. Салат получается очень вкусным, красивым, с ярким, освежающим вкусом. И благодаря рыбке он остается сытным. И авокадо на самом деле дает и сытость, и легкость. Я уверена, вам и вашим гостям
такой вариант салата придется по вкусу. Салат моментального просто приготовления уже в салатнике готов к подаче на праздничный стол. И я уверена, на праздничном столе ему найдется место, потому что он простой, быстрый и очень-очень вкусный благодаря сочетанию свежих овощей и пикантной заправки с авокадо. Приятного аппетита! В разогретое масло отправляем полкило куриного филе. Как вы видите, я его порезала достаточно крупными кусочками, чтобы оно осталось после приготовления сочным. Зеленый лук нарезаю мелкими кольцами. Еще нам понадобится качанчик салата айсберг. У него убираем малюсенькую кочерыжечку, разрезаю пополам и режу достаточно крупно. Пока мы с вами нарезали салат, курочка уже отлично схватилась с одной стороны. Я перчу и добавляю немного приправы карри для того, чтобы наша курочка была пикантная, ароматная и красивая. Курочку я уже нашу румяную перевернула. Теперь остается дождаться, пока она пожарится до готовности. 250 граммов томатиков черри нарезаю на половинки. Отправляем черри к салату. У меня 150 граммов чернослива, без косточек. Каждую ягодку я разрезаю на 3 части. В стакан блендера отправляю 2 ложки столовых 20% сметаны, 4 зубчика чеснока, которые я уже пропустила через пресс, и 100 граммов грецких орехов. Они у меня очищенные, я их помыла. Вы можете добавить измельченные, так будет быстрее. Теперь с помощью блендера превращаю все во вкусный орехово-чесночный соус. Пока мы готовили наш соус и остальные ингредиенты, курочка сготовилась, остыла, и я начинаю ее нарезать. Курочку я нарезаю достаточно крупно, кусочками где-то около сантиметра. Мелкие кусочки сегодня нам не нужны. Ломтики курицы соединяем с остальными ингредиентами, добавляем нашу очень густую заправку. Это на самом деле нормально, она так и должна выглядеть, потому что салат нежный за счет того, что мы добавили туда и нежные листики айсберга, и помидорки черри, и еще добавили чернослив. А вот такая густая, пряная, чесночно-ореховая заправка поможет добавить вкуса нашему салату. И он получится просто восхитительным, красивым, ярким и сытным на самом деле. Так что готовьте обязательно. И вот еще один простой, быстрый, невероятно вкусный и ароматный, кстати, полезный и, конечно же, без капельки майонеза салат на ваш праздничный стол готов. Приятного аппетита, приготовьте и напишите комментарий. Я очень надеюсь, что эти салаты вам понравятся и вы с удовольствием подадите их на свой праздничный стол. Для нас это будет просто лучшая награда, что наши рецепты будут с вами в новом году. Обязательно, если это видео вам нравится, поставьте лайк. Если до сих пор вы этого не сделали, то подписывайтесь, добавляйтесь в наше супер позитивное сообщество. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, берегите себя. Ну и, конечно, не ешьте салаты с майонезом.